Готовить тесто буду при помощи своего фитнес-блендера. Вы можете готовить его в обычном каком-нибудь кухонном комбайне в чаше с ножом. Сюда отправляю пшеничную муку. Вы можете готовить также на цельнозерновой муке, получится ничуть не хуже. Сюда же отправляю сахарную пудру и щепотку соли для контраста вкуса, а также очень холодное сливочное масло. К нему же вливаю немного растительного. Это очень интересный такой прием. Комбинация разных жиров дает интересную текстуру. Ну и теперь все это мне нужно измельчить в масляную крошку. Получившуюся масляную крошку я высыпаю в миску и буду дальше смешивать тесто вручную. Посмотрите, это уже напоминает влажный морской песок. То есть, в принципе, эта масса лепится, но сейчас мы ее будем связывать и вмешивать сюда изюм. Сперва всыпаю изюм и перемешиваю до равномерного распределения. И теперь вливаю молоко. Стараюсь смешать тесто очень быстро, чтобы масло не начало таять под действием тепла моих рук. Мне нужно просто связать тесто воедино. Заворачиваю получившееся тесто в пищевую пленку и отправляю его в холодильник на 1-2 часа, в зависимости от того, как мне позволяет время. Это тесто важно выдержать, чтобы оно было более удобным в работе. Я достала тесто из холодильника, немножечко его помяла, чтобы сейчас было с ним проще работать. И буду его раскатывать до толщины где-то примерно в 2 мм. По факту мы выкатываем тесто примерно до толщины изюминок. Вырезать я его буду металлическими каттерами, для того, чтобы, если где-то в месте среза попадется изюминка, каттер смог его разрезать. Каттер беру небольшого диаметра, у меня 4 см, вы можете брать тот, который вам больше нравится. Гляньте, как красиво смотрится на срезе разрезанный изюм. У меня получилось 30 печений, смазываю их желтком, присыпаю сахаром и буду выпекать при температуре 200 градусов 10-12 минут. Дрожжи я вот таким вот образом раскрошила, и сейчас я их буду растирать с майонезом, постараюсь максимально все растворить. Я пробовала готовить и с сухими дрожжами, но они хуже расходятся, потому что майонез субстанция довольно густая, со свежими работать все-таки проще. Все, я растерла дрожжи в майонезе, смесь полностью однородная, и отставляю мой дрожжевой майонез в сторону на 15 минут. Прошло 15 минут, не скажу, что масса с майонезом и дрожжами стала какой-то особенно воздушной и пушистой, но маленькие пузыречки заметны, значит, что дрожжи начали свою работу. В миску я всыпаю муку и добавляю щепотку соли. Отправляю сюда размягченное сливочное масло. Сейчас нужно будет просто все это дело смешать до состояния крошки. Обратите внимание, что в само тесто сахар или сахарная пудра не добавляется. Вся сладость будет достигнута за счет сахарной пудры на поверхности печенья. Все, масса перетерта. Теперь я добавляю сюда дрожжевой майонез. Заворачиваю тесто в пищевую пленку и отправляю в холодильник на 1 час. Тесто провело в холодильнике час, теперь я приступаю к формированию печенек и к выпечке. Теперь их нужно нарезать на порции размером 1,5-2 см. У меня получилось 18 вот таких вот небольших будущих печенюшек. Я их укладываю на противень. Они не будут очень сильно увеличиваться в объеме, но все-таки какое-то расстояние между печеньями стоит оставить. Выпекайте печенье при температуре 250 градусов в течение 5-7 минут. Пока выпекается снежок, а это очень быстро, всыпьте в подходящую глубокую миску сахарную пудру, потому что печенье нужно будет обваливать в горячем виде, и нужно будет делать это все очень быстро. Печенье готово, отправляйте его в сахарную пудру небольшими порциями, для того, чтобы обваливать было намного проще. Также работайте деликатно, потому что печенье очень нежное, очень хрупкое, и если слишком интенсивно с ним работать, то, скорее всего, оно развалится. Сперва нужно измельчить мяту с сахаром. Отправляю листочки в емкость от своего блендера.
и всыпаю к ним сахар. У меня получился вот такой вот ароматный мятный сахар. Я отправляю к нему муку, щепотку соли, разрыхлитель, а также холодное сливочное масло. Получившуюся крошку отправляю в миску и сейчас дозамешу при помощи холодной воды. Воды нужно совсем немного, тесто уже практически собралось в шар, поэтому я буквально вот немножечко волью и быстро руками вотру его. Беру себе в помощь чайную ложечку и мисочку с водой для того, чтобы формировать печеньки было проще. Нужно формировать печенье примерно размером с грецкий орех и выкладывать на противень. Вы можете расплющить получившиеся колобочки, но мне нравится, когда оно вот такого вот вида. Если вы любите сочетание шоколада с мятой, вы можете заменить 20% муки из этого рецепта какао-порошком, либо добавить в тесто кусочки шоколада. Из этого количества теста у меня получается 10 печенек. Выпекать его я буду при температуре 200 градусов в течение примерно 12 минут. В первую очередь необходимо смешать белки с сахаром. Не нужно ничего взбивать до пены или еще чего-то там. Вот так вот слегка вилочкой до объединения. Так, сейчас я попытаюсь выловить этого мальца, чтобы впечатлительные люди не возмущались. Все, масса однородная. Теперь я отправляю сюда кокосовую стружку. Теперь необходимо просто вымешать все до однородности. Вот такое вот сложное в приготовлении печенье. Когда кокосовая стружка полностью увлажнится белком с сахаром, то тесто готово. Формируйте из этого теста шарики размером с грецкий орех и выкладывайте их на противень, застеленный пергаментом. Рядом я поставила небольшую мисочку с водой, чтобы смачивать руки, так будет проще формировать печенье. Леплю последний шарик. У меня получилось из 120 граммов кокосовой стружки 14 штук печенья размером с грецкий орех. Выпекаться они будут при 200 градусах в течение 15-17 минут. Орехи вы также можете комбинировать. Орехи или арахис можно оставить целыми, порубить в муку. Я же сделала выбор в пользу вот такой вот грубой нарезки, чтобы были и маленькие, и крупные кусочки. Я разламываю шоколад и вместе со сливочным маслом растоплю его в микроволновой печи. Делать это необходимо короткими пульсами, для того, чтобы шоколад не подгорел. Если же шоколад перегреется и начнет сворачиваться, то с ним вы уже ничего не сможете сделать. Шоколад расплавился, небольшие вот нерастопленные кусочки остались, я сейчас их домешаю. Всегда лучше шоколад не догреть, чем перегреть его. Всыпаю щепотку соли и нарубленный арахис. Слегка перемешаю все. И теперь добавлю кукурузные хлопья. Теперь мне потребуется какая-то небольшая вот такая прямоугольная форма с плоским дном. У меня это обычный пластиковый пищевой контейнер. Сюда я и буду отправлять свою смесь и оставлю ее там до застывания. Постарайтесь утрамбовать смесь, но при этом не давя сами кукурузные хлопья. Теперь я отправляю лоток в холодильник на пару часов, пока шоколад и масло полностью не схватятся и не соединят массу в одно целое. Застыло мое печенье без выпечки, сейчас я его буду нарезать на порции. Где-то у вас вот будет вот так вот отпадать какие-то небольшие кусочки, это не страшно. Это печенье даже привлекает, когда оно не совсем аккуратной формы. И как потом замечательно вот собирать вот эти вот все крошечки. Мне особенно нравится, когда во время разрезки уже сама форма отделяет какие-то такие вот небольшие фракции, которые могут пойти на порцию. Вот, например, вот эта порция очень здоровская, или вот эта. Сейчас остальным кусочкам я помогу, и у меня получится около 12 порций. Вот, посмотрите.
Оставшуюся крошку вы можете просто съесть или же добавить в утреннюю кашу, в гранолу. Будет очень здорово. Посмотрите, как волшебно выглядит разрез. Здесь видны и кусочки арахиса, и кусочки кукурузных хлопьев. Потрясающе. Разделите яйца на белки и желтки. Яйца должны быть комнатной температуры, это важно. Так сахар в них растворится и зафиксирует структуру. Взбивать лучше сперва белки, а затем желтки. Так не нужно будет мыть венчики. Если сначала взбить желтки, перед белками венчики нужно обязательно помыть и вытереть. К белкам добавьте щепотку соли и начните взбивать их. Сперва делайте это на небольшой скорости и постепенно увеличивайте ее. Когда образуется мягкая пена, начните понемногу всыпать в белки сахар. Всыпьте постепенно половину сахара из общего объема, взбивая белки до мягких пиков. Именно эта стадия взбитости хороша для приготовления бисквитов, так как пена эластичная и хорошо поднимается в духовке. Теперь всыпьте оставшуюся половину сахара к желткам и взбивайте их до плотной, пышной, светлой массы. Желтки можно сразу взбивать на высокой скорости, так процесс будет идти быстрее. Посмотрите, как выглядят взбитые желтки. Пришло время смешать тесто. Отправляйте взбитые желтки ко взбитым ранее белкам. Смешайте оставшиеся два ингредиента – муку с крахмалом. Просейте их в миску со взбитыми белками и желтками. Аккуратно движениями снизу вверх перемешайте тесто. Я использую для этого силиконовую лопатку. Ею работать очень удобно. При этом вращайте миску, чтобы тесто смешивалось равномерно. Важно вмешивать сухие ингредиенты довольно быстро, не перемешивая тесто слишком долго и не выпуская из него воздух. Тесто должно получиться очень нежным. Застелите противень листом пергамента и отправляйте на него тесто. Аккуратно распределите тесто по всей поверхности листа, разравнивая его до однородного по толщине слоя. Так бисквит пропечется равномерно и у краев, и по центру. Я использую для этого такую вот большую спатулу. Ею разравнивать бисквиты для рулетов особенно удобно. У меня на канале есть еще один рецепт бисквитного рулета. В нем очень нежная начинка из абрикосового пюре и творожного крема. Ссылку я оставлю в описании. Отправляйте бисквит выпекаться при температуре 180 градусов в течение 10 минут. Я использую режим конвекции. Перетяните бисквит на пергаменте на рабочую поверхность. Он нежный, но упругий. Это значит, что он хорошо пропечен. Накройте верх бисквита листом пергамента. Это поможет снять верхнюю корку. Пригладьте пергамент руками. Переверните бисквит на другую сторону и аккуратно снимите тот лист, на котором он выпекался. Смотрите, какая красивая у него структура. После этого снимите лист пергамента сверху. Вместе с ним отойдет и верхняя корка. Если в каких-то местах она не сойдет, можно легко скатать остатки руками. Давайте наполним рулет. Выложите на бисквит джем. Распределите его по всей поверхности. С одного края слой джема должен быть совсем тонким. Это нужно для того, чтобы джем не вылезал в конце сворачивания рулета. По сути, с этого края джем будет играть только роль клея для конца бисквита. Сверните бисквит в рулет. Старайтесь свернуть его таким образом, чтобы рулет получился плотным, но джем при этом не выдавливался и остался внутри. Оберните рулет листом пергамента, который поможет зафиксировать форму. Затем плотно заверните бисквитный рулет в пищевую пленку. Она сохранит влагу и не даст бисквиту подсыхать. Отправляйте рулет в холодильник на 2-3 часа для пропитывания. За это время форма рулета окончательно зафиксируется. Вот такой плотный сверток у меня получился. После того, как рулет пропитается, отделайте его по своему вкусу. Можно отправить его на несколько минут в морозилку, чтобы шоколадная отделка схватилась, но я не стала ждать и сразу разрезала его. Посмотрите, какой он нежный и сочный. Идеальное угощение и такое простое в приготовлении.
знаменитый кекс с изюмом столичный. Такой нежный сразу после выпечки, после остывания превращается в нечто среднее между кексом и песочным печеньем. Сильный сливочный аромат, шапка сахарной пудры сверху и много изюма внутри. Именно таким и должен быть столичный. Список ингредиентов сейчас вы видите на экране, а также он будет доступен в описании под этим видео. Важно! Сливочное масло и яйца должны быть комнатной температуры. Сахар берите мелкий, а лучше сахарную пудру. А ванилин, который добавляют согласно ГОСТам, вы можете заменить натуральной ванилью, если захотите. Первым делом залейте изюм теплой водой и тщательно промойте. Помимо того, что мы избавляемся от мусора, мы также дадим изюму немного размокнуть, и в готовом кексе он будет нежным. Отставьте изюм в сторону и пока подготовьте сухие ингредиенты. К муке всыпьте разрыхлитель, ванилин и соль. Просейте смесь через сито. Вернитесь к изюму. Слейте с него воду, а сами ягодки выложите на бумажное полотенце, чтобы просушить их. Сахарную пудру и размягченное сливочное масло смешайте и разотрите. Если приступить к взбиванию сразу, сахарная пудра начнет разлетаться и вам придется заняться уборкой. Так что лучше быстренько растереть масло с пудрой вручную, а затем приступать к взбиванию миксером. Смесь должна стать пышнее и светлее. Теперь по одному введите к маслу яйца, каждый раз взбивая массу до однородности. Если яйца будут холодными, масло свернется и пойдет крупинками. Если вы забыли достать яйца из холодильника заранее, просто опустите их минут на 10 в теплую воду. К мучной смеси отправляйте уже просушенный изюм. Перемешайте. Так он распределится по кексу максимально равномерно. И при этом вам не нужно будет перемешивать кекс дважды. Раз после добавления муки и еще раз после добавления изюма. Отправляйте муку с изюмом в масляную основу и перемешайте тесто до однородности. Посмотрите, каким красивым оно получается. Выложите тесто в форму для кекса. У меня форма размером 25 на 10 см. Я проложила ее пергаментом. Влажной ложкой выровняйте тесто, а затем рукояткой ложки или кухонной лопатки продавите тесто по центру. Это своеобразная метка в том месте, где будет характерная для этого кекса трещина. Если не сделать этого, кекс треснет в том месте, где ему самому захочется. Выпекайте кекс с изюмом при 160 градусах в течение 70-80 минут. Готовый кекс извлеките из формы, оставьте на 10-15 минут, а затем густо присыпьте его сахарной пудрой. Если сделать это сразу, пудра растает на кексе, а если посыпать его после полного остывания, она не так сцепится с ним и будет спадать. Сразу после выпечки кекс еще нежный и мягкий, но после полного остывания он становится более плотным и песочным. Благодаря такой характерной текстуре он прекрасно хранится. Есть его можно в течение недели. Сейчас на экране вы видите список ингредиентов для каждого вида печенья. Вы можете останавливать видео или воспользоваться печатным списком из описания. Основа печенья, смесь масла с сахаром и яйцами, одинаковая для всех 4 видов, а поэтому я начинаю приготовление в общей миске. Смесь я затем попросту разделю на 4 одинаковые порции. Для начала необходимо взбить размягченное сливочное масло до нежного, слегка пышного состояния. Всыпьте в масло сахар. Лучше всего использовать мелкий сахар или же сахарную пудру. Взбивайте массу до однородности. Я под настроение люблю вводить ванильный экстракт или какой-нибудь ароматный алкоголь. Его лучше всего добавить на этом этапе приготовления. Теперь начните по одному вводить яйца. Очень важно, чтобы они были комнатной температуры, иначе масло свернется. У меня яйца не очень хорошо нагрелись, и масса все же немного расслоилась. По количеству яиц на видео вы можете оценить, какую большую порцию печенья я готовлю за раз.
Масляно-яичная основа готова, и теперь пришло время разделить ее на 4 равные порции. Для приготовления печенья с шоколадной крошкой смешайте сухие ингредиенты: муку с разрыхлителем, содой и солью. Порубите шоколад или используйте шоколадные капли. В масляно-яичную основу всыпьте муку и перемешайте тесто до однородности. В конце добавьте шоколад и вмешайте его. Для шоколадного печенья смешайте муку с какао-порошком, разрыхлителем, содой, солью. Крупно порубите грецкие орехи. Добавьте в масляную основу сухую смесь и перемешайте. Введите в тесто орехи. Для приготовления овсяного печенья измельчите овсяные хлопья до такого состояния, когда они еще не превратились в муку, но крупных фракций уже не осталось. Смешайте муку и перемолотые хлопья. Мне нравится еще добавить корицу, но это дело вашего вкуса. Не забудьте добавить разрыхлитель, соду и щепотку соли. Получившуюся смесь сухих ингредиентов добавьте в ранее приготовленную яично-масляную основу. Вымешайте тесто. Для приготовления кокосового печенья к муке добавьте разрыхлитель, соду и соль, а также кокосовую стружку. Всыпьте полученную смесь к жидким ингредиентам – маслу с сахаром и яйцами. Перемешайте до однородности. Противень для выпечки застелите пергаментом и выложите на него комочки теста. Я выкладываю при помощи ложки для мороженого объемом 30 мл. В процессе выпечки печенье немного раздастся, так что выкладывайте тесто на небольшом расстоянии друг от друга. Выпекайте печенье при 180 градусах в течение 10-12 минут, пока оно не приобретет приятный золотистый цвет. Я пеку в режиме конвекции одновременно на 2-3 противнях.
Приготовив тесто, вы можете отправить его в холодильник на несколько часов и выпечь печенье позже. Кроме того, вы можете заморозить тесто в виде комочков и затем выпекать его прямо из морозилки, не размораживая. В этом случае просто откорректируйте время выпечки, немного увеличив его. Муку, которую я заранее просеяла, смешайте с разрыхлителем. Я использую домашний разрыхлитель. Ссылку на рецепт его приготовления я оставлю в описании. Также я добавляю сюда корицу и соль. Теперь я очищу и разомну все бананы. Смотрите, сама мякоть бананов еще не темная, а значит, это как раз то состояние, когда их лучше всего использовать для приготовления бананового хлеба. Сейчас они очень ароматные и их запах очень сильный. Если таких вот спелых бананов у вас нет, вы можете воспользоваться небольшой хитростью. Взять просто спелые бананы, нарезать их небольшими кусочками и заморозить в морозилке. После того, как вы их разморозите, они станут более сладкими, более насыщенными по вкусу. Я разминаю бананы в пюре при помощи вилки. Можно измельчить, конечно же, блендером, но мне нравится, когда попадаются такие небольшие кусочки мякоти. А также можно использовать картофелемялку. Спелые бананы разминаются очень хорошо, очень легко. Вот, консистенция уже такая, как мне нравится, с небольшими кусочками. Кто забыл включить камеру, тот молодец. В общем, я смешала масло с комнатной температурой, размягченное сливочное масло с сахаром до однородности. Сейчас я буду эту смесь взбивать. Изначально я смешала ее с сахаром для того, чтобы просто сахар во время взбивания не начал разлетаться по кухне. Взбиваю. Масса посветлела, сейчас я введу в нее по одному яйца. Напомню, что все ингредиенты должны быть комнатной температуры, иначе масло при добавлении холодных яиц или же холодного пюре из бананов будет сворачиваться. Добавляю масляную смесь к размятым бананам. Сейчас я переложу эту смесь в большую по размеру миску, иначе смешивать с мукой тесто мне будет очень неудобно. Добавьте в тесто сухую смесь. На этом этапе тесто можно смешать либо вручную, либо при помощи миксера. Мне больше нравится делать это миксером, потому что так смешивание происходит быстрее и готовый хлеб потом более нежный по текстуре. В уже готовое к выпечке тесто я добавляю добавки: шоколад и орешки. Необходимо все быстренько вмешать, и тесто готово к отправке в форму. Форму для хлеба я заранее подготовила. Несмотря на то, что она у меня стеклянная и можно в ней выпекать, просто смазав ее сливочным маслом, я предпочитаю простелять ее листом пергамента, чтобы потом хлеб было удобнее доставать. У этого теста какой-то по-настоящему праздничный аромат. Выпекаться банановый хлеб будет при 160 градусах в течение примерно часа. Готовность проверяйте спичкой либо деревянной шпажкой. Когда хочется быстрой, простой, душевной домашней выпечки, манник именно то, что нужно. Влажный, сочный и с очень ярким ароматом.
Для этого волшебного манника возьмите 1 стакан манки, это 200 граммов, у меня из твердых сортов пшеницы, 1 стакан кефира, это 250 граммов, 1 стакан кокосовой стружки, это 100 граммов, 150 граммов сахара. Также потребуется 100 граммов масла, у меня ароматное кокосовое, но можно взять и сливочное, 2 яйца и 1 чайная ложка соды. Первым делом смешайте манку с кефиром и оставьте на полчаса, чтобы она начала впитывать жидкость и разбухать. Если начать готовить тесто сразу, манка может остаться в маннике недоготовленной и будет неприятно чувствоваться на зубах. После того, как манка постоит, займитесь тестом. Тут все до безобразия просто. Растопите масло удобным способом, всыпьте в масло сахар и перемешайте. Затем вбейте в масляную основу яйца и смешайте венчиком до однородности. Следом отправляйте в тесто манку с кефиром, перемешайте. В завершение кокосовая стружка и сода. Всыпьте сперва стружку, затем соду и слегка перемешайте их между собой, чтобы сода распределилась более равномерно. Делать это можно и в отдельной емкости заранее, но сработает и так. Гасить соду не нужно. Реакция произойдет благодаря кислоте в кефире и высокой температуре во время выпечки. Про то, почему не нужно гасить соду уксусом в ложке, я писала на своем сайте. Ссылка в описании. Переложите тесто в смазанную форму для выпечки и готовьте при 175 градусах около 40 минут. В металлической форме он обычно готовится быстрее и получается более румяным. Поэтому следите, если будете использовать именно такую. Когда манник будет готов, дайте ему слегка остыть в форме. Так как в нем нет муки, он сочный и рыхлый, и нарезать его в горячем виде не очень удобно. Первым делом я растоплю шоколад и сливочное масло в микроволновке. Шоколад и масло растаяли. У меня тут, кстати, домашний шоколад, 85% какао, с кусочками фиников, точнее даже не с кусочками, а уже с финиками, которые хорошо разошлись по шоколаду, поэтому он немножечко крупинчатый. И добавляю сюда масло. Можно в одной мисочке растопить, смешав масло с шоколадом. То есть, если у вас мисочка позволяет по размеру, то вы можете топить одновременно. Всыпаю сюда сахар. Теперь вбиваю в будущее тесто яйца. К слову, в тесто вы можете смело добавлять любые орехи, которые вам по душе, но благодаря пиву брауни получается настолько ярким, что орехи тут в принципе даже не обязательны. Но если орехи вы очень любите, то смело вводите. После добавления яиц масса становится такой густоватой. Сейчас я введу сюда 125 мл темного пива. Просею в тесто сухие ингредиенты. Опять беру венчик и перемешиваю тесто до однородности. Переливаю готовое тесто в форму для выпечки. У меня здесь установлена рамка размером 18 на 18 сантиметров. Это, как правило, стандартная величина для брауни, 18 на 18 или 20 на 20 сантиметров. Поэтому вы можете пересчитать по диаметру на ту форму, которая у вас есть.
либо увеличить количество ингредиентов, либо уменьшить их, или, возможно, какая-то форма уже подойдет для выпечки. Распределяю тесто по всей форме. Обязательно застелите форму пергаментом, потому что в противном случае вам будет очень сложно достать брауни. Все, отправляю пирог выпекаться при температуре 180 градусов около 20 минут, но делайте скидку на свою духовку и проверяйте готовность палочкой. В этом видео приготовим прекрасную сезонную выпечку – маффины с клубникой. Как и подобает всем маффинам, они будут очень простыми в приготовлении. Продолжайте смотреть, если хотите иметь в запасе рецепт чего-то быстрого к чаю. Список ингредиентов сейчас доступен на экране, останавливайте видео для удобства. Также список продублирован в описании под видео. Расчет ингредиентов дан на 6-8 маффинов. Приготовьте смесь сухих ингредиентов. В удобную миску всыпьте муку, добавьте к ней разрыхлитель, соль и сахар. Перемешайте для равномерного распределения. Теперь нужно приготовить смесь жидких ингредиентов. Для этого в чашу блендера или какую-то удобную для вас емкость отправляйте промытую, просушенную и очищенную клубнику. К ней влейте растительное масло и добавьте яйцо. Пробейте смесь блендером до однородности. Теперь смешаем обе части теста. В глубокую миску всыпьте сухую смесь, влейте смесь жидких ингредиентов и быстрыми движениями перемешайте тесто. Для маффинов не нужно мешать тесто долго и до полной гладкости. Его размешивают быстро, чисто до исчезновения сухих частей муки и до состояния такой вот комковатости. Если перемешивать тесто для маффинов долго, они получатся плотными и даже затянутыми. В форму для выпечки маффинов, у меня металлический планшет, укладываю бумажные капсулы. Можно пользоваться силиконовыми формами, если так для вас удобно. Распределите тесто по 6-8 формочкам среднего размера, 7 см в диаметре. Выпекайте маффины при температуре 220 градусов в течение 20-22 минут. Ориентируйтесь на свою духовку. Готовность проверьте зубочисткой или деревянной палочкой. Вкуснее всего маффины в теплом виде и в день приготовления. Если что-то останется на второй день, их можно слегка подсушить или подрумянить в тостере. Будет очень здорово. Приступаю к приготовлению теста первым ручным способом. Сперва я добавлю лимонный сок в водичку, чайную ложку буквально лимонного сока нам необходимо. В муку добавляю щепотку соли и слегка перемешиваю. Высыпаю муку на рабочую поверхность, так мне будет удобнее работать с тестом. Теперь беру кусочек подмороженного, очень охлажденного подмороженного масла и начинаю натирать его в муку. В принципе, можно натирать его на терке, на крупной терке, либо же порубить при помощи острого ножа или скребка. Тут уже выбирайте тот вариант, который вам удобнее. Главное делать все быстро, для того, чтобы масло не начало слишком сильно мягчиться и таять от тепла рук. Вот именно поэтому проще работать на какой-то рабочей поверхности, которая плоская, потому что тут раздолье в плане территории. Задача порубить масло в муке таким образом, чтобы масса стала приблизительно однородной, но сохранялись небольшие вкрапления масла. Я собираю его в небольшую кучку и буду вводить подкисленную водичку. Ввожу понемногу и буду просто вмешивать ее. Важно просто собрать эту крошку в такой единый ком теста. Не нужно слишком замешивать его для того, чтобы масло не начало согреваться. Важно сохранить холодную температуру всей смеси. Кстати, это тесто называется еще быстрым слоеным. Мне очень нравятся эти вкрапления масла разного размера. Как раз кусочки масла и придадут слоистость тесту. Все, тесто готово. Сейчас я заверну его в пищевую пленку и отправлю в холодильник на час-два. Тесто я слегка расплющиваю, так оно быстрее охладится. Второй метод приготовления рубленого теста при помощи кухонного комбайна или чаши блендера. Отправляю сюда муку со щепоткой соли и сливочное масло, которое я нарезала вот такими вот небольшими кубиками. Этим методом я пользуюсь чаще чисто с точки зрения удобства. В воду я уже выдавила немного лимонного сока.
Пробиваю смесь в комбайне до состояния масляной крошки. Вот такой должна получиться крошка. Вливаю сюда воду с лимонным соком и пробью тесто еще раз до объединения. Посмотрите, тесто готово молниеносно быстро, контакт с руками минимальный, поэтому перегрев ему не страшен. Сейчас я заверну его в пленку и отправлю в холодильник на час-два. Первым делом отправляю сахар на сковороду, чтобы он там медленно топился. Этим временем я займусь яблоками, очищу и разрежу их на части. Кстати, если у вас есть такая сковорода, которую можно поставить в духовку, то вы можете готовить прям все в одной посуде. Растопить там карамель, туда же уложить яблоки и затем сверху накрыть тестом и выпечь. Я буду выпекать в отдельной форме, потому что сковороды, которую можно отправить в духовку, у меня нет. Отправляю в карамель сливочное масло. При помощи венчика быстро вмешаю его. Выливаю карамель в форму. Я застелила дно пергаментом для того, чтобы быть на 100% уверенной, что все отойдет замечательно. У меня форма диаметром 28 сантиметров. Сейчас немножко постараюсь распределить карамель, но это не очень принципиально, потому что в духовке все равно все будет жениться, распространяться и все будет равномерно. Теперь я уложу в карамель очищенные ранее яблоки. Я достала из холодильника и сейчас буду раскатывать тесто, которое приготовленное ручным способом. Я раскатываю тесто в пласт чуть-чуточку больше, чем диаметр моей формы. В целом допустимо, если это тесто слегка трескается, если у него немножечко рваные края. Хуже, когда оно прям полностью гладкое, однородное. И еще хуже, если оно блестит. Это значит, что масло в его составе перегрето, и тесто, скорее всего, будет тугим. Ножом я сделаю пару профилактических надрезов для того, чтобы выходил лишний пар во время выпечки, и корж из теста просто не вздулся, не стал куполом. Выпекаю это при температуре 200-210 градусов в течение 20-25 минут или до румяного цвета. Легендарный сливовый пирог по рецепту из газеты New York Times. Отличная сезонная выпечка к чаю, простая в приготовлении и очень вкусная. Нежное тесто и яркий фруктовый вкус. Привет, друзья! Меня зовут Галина Артеменко, и дальше готовим знаменитый пирог. Список ингредиентов сейчас доступен на экране, а также продублирован в описании под видео для вашего удобства. В оригинальном рецепте используется система измерения продуктов в чашках, типичная для американской кухни. Для этого видео количество ингредиентов я перевела в привычные нам граммы. Рецепт из газеты из официального сайта тоже размещаю. Этот рецепт знаменит тем, что печатался в газете каждый сентябрь на протяжении нескольких лет, и за все время лишь слегка уменьшилось количество сахара в тесте. Кроме того, он вошел в сборник рецептов из газеты. Первым делом я подготовила форму, взяла кольцо, обернула дно фольгой, уложила круг из пергамента и смазала маслом бока кольца. В рецепте рекомендуют использовать форму от 20 до 25 см в диаметре. В зависимости от выбранного диаметра получится разный по высоте пирог. Помойте и разрежьте напополам сливы, удалив косточку. У меня очень сочные сливы с насыщенным кисло-сладким вкусом. Теперь тесто. Это очень простое кексовое тесто, которое готовится на основе масла. К размягченному сливочному маслу всыпьте сахар и взбейте до кремового состояния. От себя рекомендую использовать сахарную пудру, но это не критично. Теперь просейте к маслу с сахаром муку, смешав ее с разрыхлителем и щепоткой соли. Взбейте яйца. Перемешайте тесто быстрыми движениями, чтобы не было комков. Я сперва смешиваю ложкой до исчезновения сухих фракций, а затем быстро разгоняю комки миксером.
Распределите тесто по форме. В рецепте из газеты сливы указаны в количестве 24 половинок, и это количество поместилось у меня в диаметр 24 сантиметра. Если вы хотите получить пирог выше, используйте диаметр 20 сантиметров, и половинок на такой пирог уйдет меньше. Выложите сливы на тесто кожицей вверх. Часто можно встретить рецепты этого пирога, где сливы укладывают срезом вверх, но в газете указано укладывание срезом вниз. Не буду отступать от рекомендаций. Кстати, на моем сайте есть рецепт моего любимого перевернутого пирога со сливами. В нем разрез слив после выпечки становится настоящим украшением пирога. Ссылку я оставлю в описании. Перед выпечкой пирог рекомендуют сбрызнуть лимонным соком, присыпать сахаром и корицей. Так как у меня сливы были достаточно кислые сами по себе, то лимонный сок я не использовала. Корицы не хотелось, а про сахар просто забыла и присыпала уже вдогонку после отправления в духовку. Выпекайте пирог при 175 градусах в течение 50-60 минут. В моей духовке он был готов через 45. Гвоздику я измельчу в ступке. Это очень сильная специя, поэтому ее нужно совсем немного. Шоколад я нарублю небольшими кусочками. Можно использовать шоколадные капли, если у вас есть. Ну, шоколад это более такое подручное средство, которое чаще бывает дома, по крайней мере у меня. Теперь я смешаю все сухие ингредиенты. В мук я добавляю сахар, сухие дрожжи, щепотку соли, довольно щедрую щепотку, растертую ранее гвоздику. Вместе с темным медом получится невероятный дуэт. Отправляю сюда шоколад. Я не ввожу добавки в бискотти в самый последний момент, потому что мне вводить их к сухим ингредиентам проще, чем вмешивать уже в готовое тесто. Особенно такие ингредиенты, такие добавки, как шоколад. Когда его вмешивают уже в готовое тесто, больше риск того, что он начнет таять от тепла рук или поломается, слишком сильно искрошится. Поэтому вот мне нравится именно такая последовательность. Теперь смешаю влажные ингредиенты. Прям в стаканчик с молоком я отправляю яйцо, чтобы меньше посуды загрязнять. Сюда же отправляю мед и все слегка перемешаю. Я использую каштановый мед, очень ароматный, он даже ароматнее гречишного. Но в любом случае, если у вас есть доступ к какому-то меду именно темному, лучше выбрать для этого рецепта его. К замешиванию теста я выливаю все влажные ингредиенты к сухим и быстро руками замешу тесто. Мне попросту нужно собрать все воедино. Замешиваю довольно плотное тесто. Его нужно просто собрать, чтобы не было каких-то непромешанных кусочков муки. Какого-то тщательного замеса теста для бискотти не требует. Сейчас я припылю стол мукой для того, чтобы работать с тестом мне было проще. Формую из него длинное поленце, которое я уложу на противень. У меня получилась вот такая вот колбаска, сантиметра 3-4 в диаметре. Я ее немножечко примну и укладываю на противень. Заготовку для бискотти я уложила на противень. Он как раз у меня еще осталось свободное место для второй порции бискотти, которую мы сейчас будем готовить. Эту заготовочку я сейчас накрою пищевой пленкой и оставлю тесто в покое, чтобы оно начало бродить. Так заготовка не будет заветриваться и дрожжам будет комфортно. Сперва я смешиваю все сухие ингредиенты.
отправляю в сухую смесь орехи. Влажные ингредиенты тоже смешиваю прямо в стаканчике. Я подселила этого красавца к моему предыдущему поленцу для бискотти. Тоже его сейчас прикрою пленочкой и оставлю уже минут на 5-10. Температура выпечки 180 градусов, время приготовления 30-35 минут. Первый цикл выпечки бискотти завершен. Посмотрите, какие они красавцы. Увеличились, расплылись, так как я и хотела. А теперь нужно будет дать готовым поленцам остыть. Готовые бискотти перекладываю на такую вот решетку для остывания. Так дело пойдет намного быстрее. Поленца для бискотти остыли. Сейчас я их нарежу на порционные кусочки, вот таким вот ножом-пилой для хлеба. И совершаем движения не давящие, а вот именно пилящие. Покажу вам разрезик. Смотрите, какие кусочки шоколада. Порционные кусочки я раскладываю на противень, прям вот на тот противень, на котором все запекалось. Даже и пергамент менять не буду. И отправлю бискотти в духовку, разогретую на этот раз уже до 150 градусов, для того, чтобы их уже просто подсушить. Сушиться они будут в течение где-то получаса, минут 40. Ориентируйтесь на их внешний вид. Они должны и подсохнуть, и слегка закарамелиться. Если вы приготовите этот лимонный кекс, это будет лучший лимонный кекс в вашей жизни. Обещаю! Мне кажется, что использовать лимонный более удачно просто невозможно. Он получается невероятно нежным и сочным и долго остается свежим. Для теста возьмите 2 лимона, 250 граммов размягченного сливочного масла, 300 граммов сахара, 120 граммов кефира комнатной температуры и 5 яиц, тоже комнатной температуры, 375 граммов муки, щепотку соли и 8 граммов разрыхлителя. Сперва подготовьте героев рецепта. Хорошенько помойте лимоны и снимите с них цедру на мелкой терке. Идеально подойдет терка такой формы, как у меня. Она снимает цедру тонко, не задевая белую часть кожуры.
Сняв цедру, разрежьте лимоны напополам. Выжмите сок из половинок лимонов, процедите, если необходимо, и отмерьте 80 граммов. Теперь подготовьте смесь сухих ингредиентов. В муку добавьте щепотку соли, разрыхлитель и слегка перемешайте. Затем добавьте лимонную цедру и перемешайте еще раз. Основа. В глубокую миску отправляйте размягченное сливочное масло. Всыпьте к маслу сахар. Перемешайте смесь, чтобы сахар смешался с маслом. Далее нужно будет взбить эту смесь миксером, и если предварительно смесь не перемешать, то скорее всего сахар начнет рассыпаться вокруг, что определенно усложнит уборку. Взбейте масляную смесь до пышности и посветления. Теперь по одному начните вводить в основу яйца комнатной температуры. Каждый раз после добавления очередного яйца взбивайте массу до однородности. Не стоит вводить все яйца сразу. После того, как вы введете последнее яйцо и взобьете массу, она станет очень нежной и кремовой. Всыпьте в масляную основу половину муки и влейте лимонный сок. Быстро перемешайте смесь до объединения. Всыпьте в тесто вторую половину муки и влейте кефир комнатной температуры. Быстро перемешайте и слегка взбейте тесто миксером, чтобы разогнать комочки. Не взбивайте кексовое тесто долго. Стало однородным – стоп. Выложите тесто в форму для выпечки. У меня классическая металлическая форма размером 25 на 11 см. Дополнительно я проложила ее пергаментом. Выпекайте кекс при температуре 160 градусов в течение 120 минут или до пробы на сухую деревянную палочку. Можно посмотреть за это время фильм. Крошки на палочке во время проверки допускаются, но непропеченность ни в коем случае. Не задирайте температуру выпечки, чтобы ускорить процесс. Для глазури возьмите 1 лимон, 150-180 граммов сахарной пудры. Если вдруг глазурь будет густовато, используйте горячее молоко. Покатайте лимон по столу, чтобы он лучше отдавал сок. Снимите цедру лимона на мелкой терке. Разрежьте лимон напополам и тщательно отожмите сок. Процедите, если лимон костлявый, как мой. Теперь добавьте в лимонный сок натертую цедру и всыпьте сахарную пудру, просеяв ее через сито. Сперва я добавляю 150 граммов, а затем принимаю решение, нужно ли больше. Добавив пудру, тщательно вымешайте глазурь растирающими движениями, чтобы она стала полностью однородной и гладкой, и комочков пудры в ней не осталось. Если глазурь получится жидковатым, добавьте еще пудры. Если густовато, понемногу введите горячее молоко. Она должна быть вот такой, как на видео. Когда кекс остынет, покройте его сахарной глазурью. Пускай она красиво стекает и образует соблазнительные потеки. Схватывается она довольно быстро, фиксируя всю эту красоту. Блеск застывшей глазури такой красивый, с жемчужным отливом, а яркие вкрапления цедры делают интереснее вид и обогащают вкус. И только посмотрите на текстуру кекса внутри. Ставьте лайки. В чашу своего кухонного комбайна я отправляю муку и пшеничную, и рисовую, а также сахарную пудру и кусочки ледяного сливочного масла. Измельчить это все нужно будет до состояния масляной крошки. Вот какой должна получиться наша смесь, как влажный песочек. Отправьте в масляную крошку смородину. Теперь нужно измельчить все это вместе, но очень-очень быстро, чтобы просто собрать тесто. Посмотрите, какое тесто должно получиться. Оно просто невероятно ароматное.
Необходимо придать тесту форму поленца. Вот эти вот оставшиеся неразбитые кусочки смородины превратятся в процессе выпекания в нечто желеподобное или мармеладоподобное. Старайтесь распределить тесто таким образом, чтобы внутри не образовались пустоты. Когда поленце хорошенько остынет и тесто затвердеет, нарежьте его на порции. Я разрезаю прямо в пленке, потому что так кусочки максимально сохраняют форму. Ширина кусочков примерно 1 сантиметр. Гляньте, какой получается рисунок на разрезе. Остается всего лишь снять пленочку и разложить печенье на противне. Кекс из кабачков – прекрасный способ взглянуть на кабачки по-новому, если вы еще никогда не готовили с ним сладкую выпечку. Штука в том, что вкус кабачков нейтральный, а поэтому кабачкового вкуса у кекса не будет. Зато благодаря сочности этого овоща кекс получится невероятно влажным. Таким, будто в нем очень много масла. При этом масла в рецепте будет совсем немного. Список ингредиентов сейчас доступен на экране, а также продублирован в описании под видео. Первым делом смазываю формы, чтобы потом не возиться. Я использую две небольшие по размеру хлебные формы L12, чтобы процесс выпечки был более быстрым. Плюс выглядят небольшие кексы очень мило. Если у вас есть стандартная кексовая форма размером 24-25 см на 10-11, используйте ее. В качестве альтернативы смазыванию можно проложить формы пергаментом. Сухие ингредиенты. К муке добавьте крахмал, сахар, разрыхлитель, соду, соль и мак. Используем комбинацию соды и разрыхлителя, так как в тесте будет лимонный сок. Так получится баланс. Перемешайте смесь, чтобы все ингредиенты равномерно распределились между собой. Теперь натрите на мелкой терке цедру лимона. Выжмите сок из половинки лимона. Если лимон костлявый, процедите сок через сито. Теперь нужно очистить от кожицы кабачок и, если он уже не молот, удалить семена. У меня довольно небольшой плод, поэтому семена не удаляю. У меня получилось 190 граммов мякоти. Ориентируйтесь на то, чтобы кабачка было в пределах 160-200 граммов. Очищенный кабачок нужно измельчить в пюре. Для удобства крупно его нарезаю, отправляю в банку и вливаю к нему лимонный сок. Измельчаю при помощи погружного блендера до однородного состояния. В глубокую миску отправляйте кабачковое пюре с лимонным соком. Добавьте лимонную цедру, вбейте яйца и влейте масло. Можно использовать как растительное, так и растопленное сливочное. Перемешайте смесь венчиком. Влейте молоко, перемешайте. Всыпьте смесь сухих ингредиентов и смешайте тесто быстро, но тщательно. Комочка в нем быть не должно. Вылейте тесто в форму. Я распределяю по двум небольшим.
Так как кекс влажный, выпекать его нужно при умеренной температуре. 2 небольших кекса готовьте при 175 градусах в течение 45 минут. Один большой при 160 в течение 60-70 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой. Посмотрите, какими красивыми получаются эти кексы. Доставать из форм их следует аккуратно, так как они очень нежные. Текстура этих кексов очень приятная, они влажные, но при этом упругие и не клеклые. Я застелила дно своей формы бумагой, потому что она у меня уже такая старенькая, вся покоцанная, ее нужно выбросить, но рука пока что не поднимается. Посыпаю форму сахаром. Первым делом необходимо растопить шоколад. Яйца необходимо смешать с сахаром. Также я добавляю небольшую щепотку соли для контраста вкуса. Сильно взбивать не нужно, нужно просто сделать такую смесь, как для приготовления омлета. Теперь всыпаю сюда муку и какао-порошок, а также вливаю молоко. В самом конце подмешайте в тесто уже подостывший шоколад. Отправляю тесто в форму. Сливы разрежьте напополам и удалите косточки. Мои сливы очень спелые, поэтому я стараюсь доставать косточки аккуратно, чтобы не испортить форму половинок. Теперь каждую половинку я надрежу, чтобы после выпечки пирог стал еще красивее. Надрезаю таким вот образом, не дорезая до конца. Через каждые 3-4 мм делаю горизонтальные надрезы. Аккуратно разместите половинки слив поверх теста. Все половинки у меня не влезли, поэтому 3 останутся для меня. Первым делом очищу от кожуры и семенной коробочки яблоки, а потом нарежу их кусочками. Лучше всего для шарлотки подходят яблоки сладких сортов. Они лучше сохраняют форму во время выпечки. Яблоки кислых сортов лучше расходятся, распадаются.
сейчас я нарежу яблоки на кусочки приблизительно сантиметра 1,5 размером. Добавляю к нарезанным яблокам крахмал. Если вам нравится, вы можете добавить в эту смесь яблок корицу для придания более выраженного аромата. Приступаю к приготовлению теста. Для этого я мелкий сахар насыпаю в глубокую миску и добавляю сюда яйца. Ничего не разделяя, сразу вот так. Очень важно, чтобы яйца были комнатной температуры. Так они взбиваться будут не так быстро, как охлажденные, но зато их пена будет более стабильной. Объем яиц увеличится в 2,5-3 раза. Смешайте разрыхлитель с мукой и добавьте щепоточку соли. Эту смесь необходимо будет просеять ко взбитым яйцам. Просеиванием мы удаляем возможные комочки, и мука лучше войдет в тесто. Вмешайте смесь сухих ингредиентов в яйца бережно, вручную, при помощи силиконовой лопатки, совершая движение снизу вверх. Вот такое вот густое бисквитное тесто у вас получится. Форму диаметром 20 сантиметров я смазала растительным маслом, на дно положила лист пергамента и отправляю сюда половину теста. Слегка помогаю ему разойтись, но излишне стараться не нужно. Я добавляю сюда половину яблок. Просто рассыпаю ровным слоем. Отправляю в форму вторую половину теста, аккуратно распределяю его, совсем чуть-чуть. В процессе выпечки все пошевелится естественным образом. И вторая половина яблок. Немножечко притапливаю их так, чтобы они лучше погрузили в тесте. Сверху рассыпаю орешки. Можно порубить их мельче, можно оставить так называемыми бабочками. Как вам больше нравится, так и поступайте. Отправляю шарлотку в духовку. Я выпекаю шарлотку в режиме конвекции при температуре 175 градусов, и она будет выпекаться в течение 30-35 минут. Что ж, сокровище готово. Шарлотку пора доставать. Дайте ей после выпечки постоять минут 10 в форме, затем аккуратно извлеките и подайте, полив медом.
На форму диаметром 20-22 см потребуется 400 грамм слоеного печенья ушки. 50-70 грамм из общего количества отложите, чтобы потом сделать крошку. Для крема возьмите 750 мл молока, 100 грамм простого и одну упаковку ванильного сахара. Жирный вариант с натуральной ванилью. Также потребуется 3 яйца, 50 грамм муки и 15 граммов крахмала. Первым делом подготовьте форму, в которой будете собирать торт. Так после приготовления крема у вас уйдет каких-то 5 минут на сборку. Отрежьте 2-3 полоски пищевой пленки и уложите их внахлёст, чтобы получилось своеобразное полотно. Уложите его в форму и примните, чтобы пленка легла гладким слоем. Напоминаю, что у меня форма диаметром 20 см. Смешайте в глубокой миске обычный сахар и ванильный сахар. Всыпьте муку, крахмал, я использую кукурузный, а также вбейте яйца. Перемешайте смесь венчиком до полной однородности и максимальной гладкости. Вы можете пробить смесь также при помощи погружного блендера. Если комочки останутся в смеси, они будут и в готовом креме. В небольшую кастрюльку влейте молоко и отправляйте его на огонь. До кипения я довожу молоко на большом огне, а затем убавляю его. Когда молоко начнет подходить к закипанию, пора интенсивно подвигаться. Быстрым движением вылейте яичную основу в закипающее молоко и сразу же, немедленно секунды, начинайте активно перемешивать крем. Так как молоко уже очень горячее, промедление будет способствовать образованию комочков. Быстрое же перемешивание сделает крем гладким. Он густеет моментально, на глазах, пара минут и заварной крем готов. Посмотрите, какой он нежный и шелковистый. Собираем торт. На дно подготовленной формы, она в дальнейшем станет верхом, отправьте четверть горячего крема и распределите его ровным слоем. Выложите слой печенья ушки. Если где-то образовываются пустоты, заполните их, отломав часть печенья. Повторите распределение крема и укладывание печенья еще трижды. Всего получится 4 слоя. Деликатно примните последний слой печенья, как бы утапливая его в крем. Это станет дном торта. Подогните края пищевой пленки к центру. Так как крем во время сборки торта еще теплый, он быстрее пропитает печенье. Не убирайте торт сразу в холодильник. Оставьте его при комнатной температуре, пока крем не остынет, а затем переместите в холодильник для окончательной пропитки. Торт пропитан. Осталось придать ему завершенный вид. Разверните дно торта и уложите какую-то основу. У меня специальная подложка для торта, но также прекрасно подойдет небольшая доска или плоская тарелка. Переверните Наполеон. Отложенную часть ушек отправьте в какой-нибудь пакет, их нужно измельчить. Я сперва стучу по печенью скалкой, чтобы разбить крупные куски, а затем просто прокатываюсь по ним, пока крошка не получится такой, как нужно. Она не должна быть мелкой, как пыль. Очень красиво, когда остаются небольшие кусочки, поэтому я не измельчаю печенье в комбайне. Снимите пищевую пленку и обсыпьте крошкой бока торта, слегка вдавливая ее. Очень удобно делать это вот так, на весу. Затем не придется убирать лишнюю крошку с тарелки или доски. Завершите отделку, густо посыпав крошкой верх торта. Ленивый Наполеон без выпечки готов. По виду его не отличишь от классического, а на приготовление ушло каких-то 15 минут. Удивительно! Нежный, с неповторимым, характерным ароматом и вкусом. Его не спутать ни с одним другим тортом. Молочный крем, сливочный аромат теста и легкие ванильные нотки. Что еще нужно, чтобы почувствовать себя хорошо?